Всем доброго времени суток, это Крафт на Чили, и сегодня мы будем смотреть за матчем Зерг против Протоса. Многие пишут, давай больше ПВЗ на канал. Но вообще у нас ПВЗ очень много на канале и так, смотрите плейлист. ПВЗ, он так и называется, там уже, наверное, мне кажется, больше матчей, чем даже против Террана у Зерга. Итак, стандарт открывает у нас пилончиком Протос, но при этом идет в разведку. Это уже необычно немножко, а здесь у нас Зерг идет в 9-й пул. Да, получается 9-й пул, и его разгадают. Но это не повезло немножко, потому что когда ты идешь в 9-й пул, хочется, чтобы тебя не увидели. А здесь Протос моб-хакер, назовем это так. Что-то он пробкой не идет до конца, не хочет спалиться, наверное, хочет, может, запилонить. Не, пошел. Увидел здесь спамнинг пул, все понимает, заказывает фордж. Вообще, многие, сейчас смотрю, Протосы чаще идут раннюю разведку, чтобы быстрее реагировать. Потому что главная проблема у Протоса — это не опростоволоситься в самом начале. То есть, если Протос выходит уже в лейтгейм, то, скорее всего, Протос побеждает. Ну, в большинстве случаев. Потому что там штормы есть, драгуны там и так далее. А вот когда начало, если ты провафлил начало, наверное, процентов 30-40 игр тебя рашат. Ну, рашат разными способами. И там зерлинги забегают, и гидры приходят, плюют и так далее. Поэтому вначале надо сыграть более сейвово, и вот две фотонки как раз это и делают. Здесь у нас 6 собак. Ну, сейчас должен Зерг что дальше делать? По-хорошему надо брать экспанды. Если ты не будешь брать экспанд, то тогда с таким началом обычно ты будешь позади. Надо брать экспанд, здесь брать хетчери и развиваться. Но это быстрый лейер. Это быстрый лейер, это необычно. Для чего? Для шпиля, либо для люркеров. Ну, посмотрим. Что нам предложит завтрашний день, так скажем. Пробка идет куда-то в бок. Ну, я думаю, она ищет экспанды Зерга. Потому что здесь экспанда не было. Она должна понимать, что экспанд есть шансом на 12 часов. И хочет это проверить. Нет, она идет на мейн, проверить, что там с технологиями. И может еще один экспанд. Просто зерлинги уже, видите, как говорится, на спидах. Поэтому не дают. Не увидел R. Вот, ну, блин, без экономики. Гидролиск Дэн. Угу. Я думал, это будет шпиль. Нет, это гидра. Это люра, наверное, быстрая. Быстрая люра будет зажимать. Так, чем занимаются пробки? Били свою фотонку. Фордж, в смысле. Тут уже Nexus просто готов. То есть, когда ты за Зерга, ты хочешь иметь больше экспандов. А тут получается меньше экспандов. Но с другой стороны, дронов нормальное количество. 14, более-менее. Так, ну да, это быстрая люра. Может еще и дроп. Да, смотрите, это транспортировка. Слушайте, это вообще стратегия из очень древних времен. Это дроп люры. Это, я даже не знаю, какие времена. Но пусть будет Lost Temple. То есть, когда вот играли на Lost Temple, постоянно вот это была страта. Сделать люру и дропнуть ее. Да, это прям красиво. А есть ли оверлорд, который это дропнет? В принципе, вот здесь есть оверлорд. Можно подойти вот сюда и дропнуть. Кстати, хорошая идея, потому что, смотрите, здесь только фотонки, войска нет. И можно реально вскрыть эту консервную банку. Разнести здесь все. Ну, пошел Старгейт. Ты на таймере при этом. То есть, если ты не успеешь вовремя люрой дропнуть, то потом уже будет поздно. Ты очень сильно отстанешь. Ну, короче, это такая чизово-алыновая стратегия. Потому что в 2 раза отставание по дронам, по экономике. Экспандов при этом очень поздний, только сейчас начался делаться. И гидра идет плевать. Ну, может попытаться плюнуть, нет, она идет люрить. И оверлорд вот здесь вот получится. Кстати, хорошее место. Я думал, он сверху пойдет. Здесь дольше бы летел. Мог бы с 2 сторон попробовать. То есть мог бы люру дропнуть вот отсюда, сюда закопать. То есть здесь закопал, стреляешь.
и отсюда. Это было бы, мне кажется, более качественно, но нет второго Варлорда. Точнее, он был вот здесь, вот он влево прилетел. Так, ну посмотрим, успеет ли отреагировать. Ну да, пошел дроп. Не успеет. Слушайте, отсюда можно еще пройти вот сюда и здесь тоже закопаться. Фотонки пошли, но, как говорится, поздновато. Да, Люра начинает работать. Корсар, конечно, отомстит, но этого недостаточно. Главное вот здесь вот у меня вопрос, успеет ли Люра вот сюда вот зайти. Да, вовремя пилоны среагировал товарищ Протос. Ой, слушайте, еще и Робо как неудачно стоит. Если бы Робо было здесь, надо Робов еще воткнуть дополнительно. Зилы-то пошли. Поздно идете, раньше пошли. Так, надо перекапываться. Ну, добить Роба и попробовать дальше. Ну, тут все хорошо. Ну, как хорошо, в смысле, хорошо для зерка. Здесь все хорошо. Здесь все плохо. Не успеет он добить фотонку. Чуть-чуть, 3 хп. Не успел. Собаки подвели. Не хватило вот этих собак, одного зерлинга. Убил бы. И это, возможно, потом тоже. Но отбился Протос. Ну как отбился? Мейн потеряет. Неприятная ситуация, потому что... Почему? Потому что здесь мало территории. Если его сейчас еще здесь зажать, Робо может сделать. Возможно, надо было кибернетик убивать вместо Нексуса. Но Нексус это всегда приятно. Да, Нексус снес, перекопался и бьешь Старгейт плюс кибернетик. Ну, нормально. Так, здесь зилы-то идут. Тут уже Люра есть, ты ничего не сделаешь. Гидра еще блочит. Ну все, тут как бы Зерк здесь не сильно пострадает. Может, пару дронов. Слушайте, может шпиль убить? Тут вообще шпиль. Неожиданно. Мута сейчас пойдет. Я бы вообще сейчас, знаете, что за Зерга сделал? Гварду бы пошел. Вот максимально грязно. Люра, потом Гварда. Вот чисто вскрыть консервную банку Протоса. Да, Мута пошла, Мута отобьет это дело. Зилы-то уже здесь не жильцы. Так, Протос начинает реагировать и берет Экзин Экспанс слева. Делает, кстати, сразу кибернетик. Здесь немножко Зилы-то побили экономику. Продолжают бить. Вот, ну, 30 на 17. Так, ну, что делать дальше? Просто... Ты убил здесь. Хорошо. Это дополнительно еще 2 пилона. Здесь Мута начнет сейчас немножко подрезать. Здесь есть один Корсар, кстати. Убили фотонку. Протос развивается в другом месте. Делает апгрейд на воздушное войско и делает Старгейт. Понимает, что Мута, если увидел шпиль, увидел Муту, то значит Зерг продолжил, скорее всего. Но Зергу надо экономику сейчас развить до где-то 40 дронов и брать еще один экспанд, третий. Вообще хетчери надо больше. У него очень мало хетчери, 3 штуки. Надо больше хат. Сюда хату воткнуть и взять еще экспанд с 2 хатами. И нормально. Мута увидела здесь экспанд. Надо реагировать, брать экспанд самому. Так, делается апгрейд на защиту для Мута. И что делать дальше? Там делается атака для Фордж, для наземных войск еще у Протоса. Ну, что делать за Зерга? В принципе, нормально начало, ты снес мейн. Это приятно. Люра на самом деле может сюда вот прийти и попробовать отсюда пилотчик убить с Роба. Мне кажется, будет раньше доставать, фотонка не достанет. Ну, вот здесь вот. Надо попробовать. Муты прикрыть, чтобы зилы-то не били. И атаковать Люра вот с этого минерала вот вниз. Эти 2 здания снести будет очень жирно. Ну и брать свой экспанд. Зерк берет здесь справа. Не уверен насчет позиции.
и скапливают войско вниз. Здесь зилоты на перебежке, скажем, были остановлены. Здесь в ответ делается уже массово корсары с 2 старгейтов. Здесь добавляется еще 2 пилона, чтобы люркер не прошел в проходку опять. Вот этот самый 6 килами, который просто закопанный. Так, ну и как вот это вскрывать? Ну, как я говорил, гварды. Вот реально. Протоссов вскрывать гвардами — это идеальный сюжет, но он решает просто пройти здесь собаки плюс мута. Возможно, это, кстати, удачно. С курджами снес корсаров и вроде как прорывает. Тут успевает новые фотонки построиться. 2 корсара еще есть. Не хватило чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Буквально не хватило пару гидр. Пару гидр либо пару мут. То они бы тут все разнесли. Пару гидр, пару мут, пару собак. Так, ну куда ты сливать ты идешь? Да, сконтролировал. Добавляет хат, правильно. Добавил хату еще одну на экспанд. Делает апгрейд на гидру, на скорость, на атаку. Вот, и что дальше? Ну, за зерга понятно, как я говорил, ему надо больше экспандов, больше хат. Ну, я бы в гвардов входил, ну ладно, пуфик, выходи ты в гидр. В гидр выходи, и нормально будет. Что за протосы делать? За протосы надо как-то вот это снести и забрать в свой экспанд. Возможно, он может просто зилотами помахаться, кстати. Да, это нормальная тема. Давайте посмотрим. Всегда хотел узнать, кто сильнее 1 на 1, зилот или люркер. Слушай, неожиданный поворот. Я думал, люркер победит, но нет. Зилот оказался силен. Зилот заборол 1 на 1 люркера. 2 на 2 там уже люркеры заборят, потому что у них сплэш. А 1 на 1 вот Зилот справился. Так, тут у нас перебежка дофига дронов. Почему? Потому что ривер. Он заранее реагирует. Ну, снеси ты этот, блин, шаттл. Да, нас не догонят. Да, ты сливаешь 6 мута ради шаттла. Даже если ты его снесешь. Ну, ладно. 6 мут, мне кажется, слишком дорого по минералам. Так, что по рабочим? 45 на 34. 2 хаты здесь, 3 хаты здесь. Нормально он хат наплодил. Надо брать 4-й экспанд. Добавить сюда 2-й чамбер. И еще, возможно, что-то против корсаров. Спорки там вот это. Потому что что-то они офигели. Сейчас еще здесь могут забить. Здесь вообще больно будет. Да, там вот этот 7 жизней. Еле жив. Пробки идут на перебежку. Берется экспанд на мейне у Протоса. Ну, здесь больше территории. Здесь приятно ставить, если что, гейтвеи. Вот, но Гидра начинает наконец-то то, что он должна была давно сделать, плевать. Мне казалось, что он должен был вообще люру здесь закопать парочку и уже давно это все дело, прошибить. А он пошел сюда и залынил, вот сюда. Почти получилось, почти, но не получилось. Так, удается форш стрелять. Будет неплохо отменить апгрейд, всегда приятно. Не, 2 только. Так, два ривера. Ну, риверы сейчас отобьют. Бам. Делается апгрейд на Scarab Damage. Добавляется Опс. Там добавляется Move Speed для оверлордов. И сделал 2 спорки. Оверлорды летят в атаку. Здесь пока оверлордов нету. Но там могут дарки прийти. Я видел дарка. Где-то он строился. Здесь-то дарк пофиг, здесь есть 2 спорки, а здесь спорок нет. Здесь можно дарком нарезать рабочих. В Оверлорда пока, конечно, грейда нет, это просто очень долго все. Здесь пошли апгрейд на драгонов на рейндж, пошли хай-темплары в производство. Так, Оверлорды ускорились, а здесь пока что гидра.
Гидры очень много. Здесь дропшип хотел прийти, но гидра прорывает все это дело. Шторм вроде есть, но он один максимум. Нету шторма. Да, начинает гидра ломать экспанд. Отступает назад Корсары Риверы. Хорошо здесь стреляет. Есть Дарк, кстати. Дарк, возможно, поможет, потому что Оверлорды вообще не там. Да, 2 Ривера еще. Ну, гидра должны были все это убить, но что-то как-то... Ну, убили рабочих, да. Было 40 с лишним. Но они, блин, должны были вообще все снести здесь. Но они как-то не справились. Обидно. Добавляется дальше гидра. Здесь шпиль, кстати, покоцанный. Возможно, мейн снести. Как такой вариант. Дарк запалился. Оверлорд сейчас поможет. Так дропнуть можно сюда. Так неплохо, давай. На мейн снова. Люры, правда, нет. Главное сейчас это, не слиться. Да, оверлорды не успели дропнуть. Так бы вот эта пачка гидры сюда бы все снесла. Ну, тут нормально тоже уже. Тут уже и хайтемплары есть, поэтому, возможно, бы и ничего не удалось. Зергу надо брать еще один экспанд. Как говорится, гидра гидрой, возьми экспанд. Так, гидра поднялась. Ну, убьешь даже ты, если фотонки. Тебе надо риверов убивать. Убил, кстати, хайтемпларов. Тут прям, смотрите, сколько ошметков. Серьезный слив. Когда вы вот так вот идете, надо идти с оверлордами, потому что оверлорды могут танкануть дэмэдж с фотонок. Так, ну, Зерк наконец-то понял, что ему надо делать. Берет еще один экспанд. То есть, когда Протосс вот так вот сидит в защите, просто бери экспанды. Это всегда окупится, минералы лишние будут, и больше хат будет, быстрее все будешь производить. То есть многие думают, что да, ты потратишь сейчас 300 минералов, но ты больше ларв производишь, больше производишь войск. То есть надо понимать, что это как бараки построить, гитвеи те же. И поэтому надо больше делать. Так, пошел дроп. В неожиданном месте, как говорится. Мог бы это раньше сделать, намного раньше. Он мог это сделать, знаете, когда? Вот когда не было вот здесь и не было слева. Вот когда он, ну, то есть мозг начал подрубаться спустя долгое время. Если бы он это сделал тогда, то тогда бы Протосс уже бы, ну, ничего не мог бы. Ну, у него бы не было вот штормов, не было бы зилотов, там, было бы там 3-4 зилота. Сюда дропни там 5 гидр, 6. Снеси там 1-2 фотонки, и все. И дальше уже игра бы совсем по-другому шла. А теперь вот с корабы под фотонками хрен вскроешь. Ну, как я говорил, надо вскрывать с помощью хайва, кидать сформы, либо гвардами. То есть есть два варианта. Либо ты идешь в дефайлеров и вскрываешь, кидаешь свором плюс зерлингами, ломаешь хату, ломаешь все. Вот. Либо ты выходишь в гвардов, пока что он выходит в муту, пошел сносить хайтемпларов. Достаточно пока успешно. Ну, мута тоже успешно снесена. Пачка мута. Не уверен, что это стоило 3 хайтемпларов. Мне кажется, нет. Слишком мало хайтемпларов. Начало было хорошее, но он не отступил и слился. Ну и теперь уже Протосса становится многовато. 150 против 95. Только сворм нужен. Сворм либо гварды, либо еще экс брать. Потому что тут уже состав армии, гварды, хайтемплары очень сложно будет. Ага, ну просто понял все Зерк и вышел. Ну, как говорится, игра была такая вначале интересная, но потом Зерк немножко потерял нить. Посмотрим еще раз, мог ли он прорвать конкретно вот здесь вот этот момент. Какая-то минута. 5-я, наверное. Да. Итак, вот он бежит.
Возможно, я скажу еще одно мнение, выкопать еще, оставить здесь одного люркера, а не два, и одного люркера в атаку. То есть он мог так еще сыграть. Тогда бы, наверное, хватило ресурсов. Ну, как вариант, потому что два люркера сюда, и все было бы немножко по-другому. Давайте смотреть. Потому что фотонки с правого края только начали строиться. Роба он вроде как успел сбрить. Выкапывай люркера и иди. Изменим эту реальность. Да. Собака еще здесь слева мешает. Да, Роба снес. То есть получается, если было бы два люркера, мне кажется, они бы все это быстрее. Ну, то, что ты быстрее Nexus сносишь, это, конечно, приятно, но это не выигрывает игру. А вот здесь вот снести, мне кажется, выиграло бы игру. Как вы думаете, если бы сюда пошло два люркера, он бы победил или нет? Ладно, этот один момент. Давайте еще посмотрим его алыны вниз, когда он почти прорвался. Сколько ему не хватило. Так, примерно вот здесь вот. Итак, есть 9 муталисков. Подходит еще гидра чуть-чуть, пару скорджей и зернинги. Возможно, надо было пилон вырубить, чтобы обесточить вот эти, ну, верхние. Или не успевал. Ну да, не успевал. Ну, здесь у него меньше шансов, потому что здесь еще корсары бы подстроились, а наземного у него уже не было. У него там изначально было очень мало наземного. 2 гидры и там 6 собак. Поэтому основной упор был бы в любом случае на корсаров, даже если бы он пилон. Хотя вот если пилон бы, наверное, подрезал, этот пилон бы, наверное, не давал бы корсарам рейндж. И фотонки тоже были бы беспилонены. То есть, если бы алыном вгрызться в пилон, да, здесь была бы 2 фотонки, по-моему, или 3. То есть, здесь раз, два, 3. Но это он бы снес. Короче, малый шанс, наверное. Так, давайте посмотрим то, что мы пропустили заодно. Взорвется ли Скоробей? Слушайте, невероятно, но он взорвался. 2 раза взорвался, я в шоке. Да, вот поэтому здесь шпили и кровоточил. И плюс дроны перебежки делали. Я думал, они на реакции, чтобы их не взорвал шаттл, но они уже потерпели, так скажем. Ну, тем не менее, у Зерга было все возможности, но он не воспользовался. На 1 экспанд было больше, технологии были нормальные, войска не было у Протоса, даже гетвеев не было. А потом уже пошли гетвей, уже было сложно. То есть вот какой-то период у Протоса было все плохо. Даже несмотря на то, что он здесь вроде как нормально разменивается, сделает корсаров и так далее. Ну и давайте посмотрим уже концовку, именно эти показатели на минералы и на все остальное. Да, несмотря на то, что больше добыл у нас Протос на 5000, мне кажется, были все шансы у Зерга. Ну, там было много шансов. Первый шанс это был люркер дроп, очень хороший дроп, красивый и редкий. Он причем удался, но не до конца. Вот именно в такие моменты надо дожимать максимум. Второй момент это был то, что он не дропнул ни разу на другой экспанд. У него был дроп, он мог пролететь люркером либо гидрой, как он 1 раз сделал уже, и дропнуть туда. Он ни разу этого не сделал. Он, точнее, сделал уже в конце, когда уже там миллиард войск, миллиард штормов, риверов и так далее. Ну, вы сами видели. То есть, если бы он туда дропнул банально еще одного люркера, это победа. Третье, он мог бы еще вскрыть другой экспанд, если бы ему удалось, тоже победа. Ну, в общем, у него было много вин-кондишенов, много возможностей победы, но, тем не менее, Протос победил. В общем, всем, кому игра понравилась, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, смотрите канал дальше и до новых встреч.